Программа «Мир» в эфире. Мы продолжаем рассказывать о самых значимых и интересных зарубежных событиях прошедшей недели. Меня зовут Сергей Корняков. Здравствуйте. Смотрите в следующие 30 минут. 2 месяца военных действий. Парламенты нескольких стран признали действия России геноцидом украинского народа. Почему буксуют мирные переговоры и что происходит на поле боя, расскажем. Неспокойный Афганистан. Десятки людей стали жертвами громких терактов в священный месяц Рамазан. Кто взял ответственность за смерти людей и как отреагировал Талибан? Вопрос времени. НАТО может расширить свою географию. Кто станет новым участником Альянса и что об этом думают простые граждане? Репортаж Сапкора в Берлине. Итак, в Украине началась вторая фаза войны. Об этом на этой неделе заявила официальная Москва. Новый этап боестолкновений подтвердил и Киев. Президент Владимир Зеленский в минувший понедельник в традиционном обращении отметил, что российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились. По его информации, цитата, «значительная часть войск противника сконцентрирована для наступления, но ничего украинского не отдадим». Конец цитаты. На неделе также прозвучало заявление от представителя российского Минобороны, которое может кардинально изменить ход военных действий в Украине. Заместитель командующего войсками Центрального военного округа генерал-майор Рустам Минникаев в пятницу сообщил о новых целях второй фазы так называемой спецоперации. И теперь, по его словам, задача российской армии не только установление контроля над Донбассом, но и всей Южной Украиной, что позволит создать сухопутный коридор в Крым и еще один выход в Приднестровье, где также якобы отмечаются факты притеснения русскоязычного населения. Эти слова генерал-майора Минникаева приводит российское информационное агентство ТАСС. Отмечу, так называемая Приднестровская Молдавская Республика остается непризнанным государством. Эта территория признается всеми странами-членами ООН, частью Молдовы. С момента, возможно, решающей стадии боевых действий в Украине Запад увеличил поставки оружия в страну. Владимир Зеленский заявил, что партнеры начали передавать вооружение, которое было необходимо. Украинский президент отметил, что армия вернет под свой контроль территории, которые в ходе войны были заняты российскими войсками. Но как только будет больше оружия. Зеленский также поблагодарил Запад за поставки. До этой недели страны НАТО активно помогали Киеву переносными противотанковыми ракетами, легким оружием, но воздерживались от поставок тяжелых видов вооружений и самолетов. На фоне начала наступления российских войск на Донбассе США сообщили, что Альянс помог Украине увеличить число своих боевых самолетов. Британия пообещала направить больше артиллерии и ракеты «Бримстоун», а правительство Нидерландов сообщило о поставках тяжелой техники. Лидеры Великобритании и США заявили, что намерены предоставить украинским вооруженным силам новые партии артиллерии. Правительство Чехии, в свою очередь, пообещало помочь Украине с ремонтом танков и другой бронетехники, поврежденной во время боевых действий. В Министерстве обороны России заявили, что вправе считать законной целью транспорт США и НАТО с оружием, если он следует по украинской территории. Украинский Мариуполь полностью окружен российскими войсками, населенный пункт блокирован со всех сторон. Но один из участков города стал настоящей крепостью и продолжает оставаться под контролем армии Украины. Его не удалось успешно штурмовать ни одному из подразделений российской армии. Это завод «Азовсталь». В течение последних недель авиация вела интенсивные бомбардировки территории комбината, а вооруженные силы, находящиеся там, преимущественно бойцы полка Национальной гвардии «Азов», заявляли о критическом положении и просили о международной помощи. Владимир Путин на этой неделе приказал остановить штурм промышленной зоны. Украинские военные, в свою очередь, заявили, что готовы выйти из Мариуполя, но не согласны сдаваться в плен, оставлять в городе тела погибших, раненых и оружие. О ситуации вокруг завода «Азовсталь» в материале Дамира Абуова. Азовсталь – это металлургический гигант с почти столетней историей, расположен на берегу Азовского моря, имеет свой собственный грузовой порт и разветвленную систему подземных коммуникаций. В 1943-м, перед отступлением немецких войск из Мариуполя, завод был практически полностью уничтожен. В наши дни стены этого предприятия, одного из крупнейших в Европе, вновь переживают обстрелы и бомбежку.
С первых дней марта Мариуполь остается в блокаде. Все, кто мог, покинули разрушенный город. Азовсталь – последний оплот сопротивления. Немного детям еды привезли. По информации украинской стороны, на территории комбината укрываются до 3000 военных и сотни мирных жителей. Чуть-чуть хотим домой. А дома, судя по всему, нет. Вы просто не представляете, что для нас сейчас значит покушать, выпить сладкого чая. Для нас это уже счастье. Атаку на укрепленные предприятия российские войска начали планировать еще в середине марта. Руководил операцией соратник главы Чеченской Республики, депутат Госдумы Адам Делимханов. 21 марта Рамзан Кадыров сообщил, что чеченский спецназ зачистил Азовсталь. Спустя еще некоторое время появилось видео штурма металлургического комбината. А 19 апреля Кадыров заявил, цитата, «Бандеровцев в Мариуполе добьют уже сегодня и до конца дня полностью заберут Азовсталь». Но, судя по всему, солдатам ВСУ удалось устоять. Удержание нацистами Азова иностранными наемниками заложников из числа гражданских лиц, если они там есть, доказывает, что они не защитники, а конченые террористы. Вы уже навоевались, пацанва. Хорошего понемножку. Между тем, в оборонном ведомстве Украины считают, битва за Мариуполь далека от завершения. Командиры полка Азов заявляют о сдерживании многотысячной армии противника, в том числе на подступах к предприятию. И наши бойцы держат минимум 10-тысячную армию. Если сейчас они упадут, то эта 10-тысячная армия начнет подниматься с юга на север и помогать оккупировать Донбасс. То есть ребята в Мариуполе сейчас делают очень большую и важную миссию. Почему Путин передумал штурмовать Азовсталь? Одна из версий – это большие потери. Завод хоть и старый, но по некоторым сведениям отдельные его блоки способны выдержать даже ядерный удар, а общая площадь территории около 11 квадратных километров. Настоящий город в городе. Попытки взять его под контроль могут затянуться и обойтись довольно дорого. Я бы сказал, что Мариуполь – это новый Сталинград. Это символ сопротивления. И если украинцы смогут его удержать, это станет важным рычагом для них как в информационной войне, так и в наземной кампании. С другой стороны, отказ от штурма Азовстали оставляет шансы на диалог. Ранее Владимир Зеленский предупреждал о том, что уничтожение украинских защитников Мариуполя поставит точку на переговорах с Россией. Впрочем, как накануне заявил советник президента Украины Алексей Арестович, российские войска возобновили воздушные удары по территории предприятия и совершили новые попытки штурма спустя 2 дня после отданного приказа своего главнокомандующего. Дамир Абуов специально для программы «Мир». НАТО будет расширяться. Очевидно, что присоединение к военному блоку новых участников – вопрос времени. Даже страны, ранее сохранявшие нейтралитет на фоне событий в Украине, всерьез обсуждают вступление в альянс. Одно из таких государств имеет общую границу с Россией. Москва предупреждает потенциальных членов НАТО о последствиях в случае присоединения к военному блоку. Но, похоже, процесс уже запущен, и его не остановить. Наш корреспондент в Германии Шолпан Нейманбаева узнавала о том, что подтолкнуло государство на этот шаг и что об этом думают обычные жители Европы. Финляндия и Россия имеют сухопутную границу протяженностью 1300 километров. Долгие годы в Хельсинки не видели необходимости быть в НАТО, хотя страна постоянно участвует в военных учениях блока. Но, согласно последним опросам, более 60% финнов, то есть большинство, хотят, чтобы страна стала членом Союза за вступление и политики. На этой неделе почти половина из 200 депутатов в парламенте Финляндии поддержали курс на членство страны в НАТО. Таковы первые итоги обсуждений, но они не последние. Дальше дебаты продолжатся в комитетах, а после вопрос поднимут на Большом съезде парламента. За ним и последнее слово. Между тем, в Швеции также серьезно рассматривают присоединение к НАТО. Сразу после нападения России на Украину в феврале поддержка членства Финляндии в НАТО среди населения стремительно выросла и достигла 62%, согласно опросам СМИ. В Швеции мы видим такие же изменения. 51% населения сейчас поддерживает вступление в НАТО, хотя еще в январе «за» были только 42%.
Российское вторжение изменило общественное мнение не только в Финляндии и Швеции. Вступить в НАТО хотят воюющая Украина, а также Грузия и Молдова. Но план действий по членству в Альянсе пока получила только Босния и Герцеговина. Как говорят эксперты, новые страны-участницы могли бы значительно укрепить оборонный потенциал НАТО. К примеру, финны имеют одну из самых больших армий в Европе. По данным из открытых источников, в государстве насчитывается 280 тысяч солдат-контрактников. А членство Швеции в Альянсе будет означать, что флот НАТО пополнится 5 современными подводными лодками. А еще все страны, которые имеют выход к акватории Балтийского моря, кроме России, будут членами военного блока. В нынешней ситуации Швеция начала консультации по вопросу безопасности и дальнейших планов. Группа под руководством министра иностранных дел Анны Линде анализирует все опции, касающиеся безопасности Швеции. Членство в НАТО – это одна из опций, но мы рассматриваем и другие. О своем решении касательно будущего Швеции мы сообщим в конце мая. Сегодня в военный блок НАТО входят 30 государств. В Альянсе готовы принять новых членов. Однако возможное расширение беспокоит Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова пригрозила Швеции и Финляндии последствиями, но не уточнила, о чем конкретно идет речь. Шолпан Найманбаева, Милослав Лавриновский специально для программы «Мир» из Германии. Глава МИД Казахстана в конце недели с рабочим визитом прибыл в Москву, где встретился со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Обсуждались торгово-экономические вопросы, стороны обменялись мнениями по проблемам международной повестки. Одна из главных – последствия экономических санкций, введенных Западом против России, и их влияние на регион Центральной Азии. Отвечая на вопросы журналистов, Мухтар Тлеуберде рассказал о мерах, принятых в Казахстане для решения проблем с банками, попавшими под санкции. В частности, удалось отложить применение ограничений в отношении Сбербанка в Казахстане на 3 месяца. Ведутся переговоры о выкупе дочернего Альфа-банка. Рассказал Тлеуберде и о планах по строительству в Казахстане биолаборатории 4-го уровня. Да, вопрос биологической безопасности, он в настоящее время один из самых актуальных на международной повестке дня, тем более в условиях прошедшей пандемии коронавируса. Мы сейчас огласили планы о строительстве биолаборатории 4-го уровня. Это процесс открытый, мы открыты к международному сотрудничеству, и, естественно, ученые и биологические лаборатории, центры России тоже приглашаются к сотрудничеству в этой сфере. Главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС и ООН. Говоря о расширении партнерства, глава МИД России заявил о важности, цитата, «полагаться на себя и надежных партнеров из других регионов, таких как Китайская Народная Республика и Индия». В ходе пресс-конференции ответил Лавров и на вопрос о якобы притеснении русскоязычного населения в Казахстане. Напомню, эта тема в последнее время не раз поднималась в российских СМИ. Наш САПКОР в Москве Дана Нуршан спросила, не выглядит ли этот вопрос надуманным, особенно сейчас, когда тысячи россиян в свете последних событий приняли решение приехать в Казахстан. Если мы будем определять наше отношение к развитию союзничества и стратегического партнерства на основе некоторых СМИ в России и некоторых СМИ в Казахстане, я думаю, мы будем немножко искажать реальную картину. Всегда есть желающие найти проблему там, где ее не существует, либо сделать из мухи слона. Мы братские страны, у нас нет никаких ограничений на перемещение наших граждан, и наши граждане, как и граждане Казахстана, вольно выбирать себе место жительства. По крайней мере, в Российской Конституции такое право гарантировано. Вы смотрите программу «Мир», и вот о чем мы расскажем далее. Турецкие военные на севере Ирака. Зачем Анкаре своя спецоперация и почему именно сейчас? О целях президента Эрдогана в материале Амира Хайдарова. Финишная прямая президентских выборов во Франции. За кем из кандидатов большинство и почему так много сомневающихся в выборе граждан? Противостояние Макрона и Ле Пен в репортаже из Парижа Алии Сыздыковой.
Десятки человек стали жертвами терактов, прогремевших один за другим в разных городах Афганистана на этой неделе. В Мазари-Шарифе смертник подорвал себя в шиитской мечети прямо во время проведения вечерней молитвы. Жертвами стали 11 человек. Ранее в городе Кундуз среди собравшихся для получения гуманитарной помощи был взорван заминированный автомобиль. Скончались по меньшей мере 11 граждан. Самодельные взрывные устройства подорвались также и на территории учебных заведений Кабула. В результате одного из взрывов погибли 6 человек. Ответственность за все теракты на себя взяла запрещенная в Казахстане террористическая организация ИГИЛ. Взрывы, совершенные в священный для мусульман месяц Рамазан, решительно осудили наши соседи Кыргызстан и Узбекистан и Россия. С осуждением выступило и посольство Афганистана в Казахстане, разослав в СМИ соответствующие заявления. Захватившие власть в стране талибы при этом о терактах не высказывались. В СМИ экспертное сообщество тем временем обсуждает рост террористической угрозы в Афганистане. По-прежнему неспокойно в Иерусалиме. Беспорядки там продолжаются уже месяц. Они совпали с религиозными праздниками иудеев и мусульман Песахом и Рамазаном. Новые столкновения прошли в минувшую пятницу. В мечети Аль-Акса на Храмовой горе вновь столкнулись палестинские демонстранты и израильская полиция. Силовики применили слезоточивый газ и резиновые пули против палестинцев, бросавших в них камни. Месяц назад беспорядки на Храмовой горе вспыхнули в знак протеста против участившихся, по мнению палестинцев, случаев прихода туда израильтян. По сложившейся практике евреи могут посещать это место при соблюдении некоторых правил, в частности, при отказе от молитвы в этом месте. Представители арабских государств, собравшиеся во вторник в Иордании, призвали Израиль уважать эту практику и не оскорблять чувств мусульман. Израильское правительство заявило о намерении соблюдать статус-кво. Такие же масштабные столкновения, напомню, прошли год назад, в начале мая. Тогда поводом послужила угроза выселения палестинских семей из восточной части Иерусалима. За 2 дня беспорядков пострадали больше 300 человек. На этой неделе Турция закрыла небо для российских военных и гражданских самолетов, которые летят в Сирию. Глава МИД сообщил, что президент Реджеп Таyyip Эрдоган ранее предупредил об этом Владимира Путина. При этом он подчеркнул, что Анкара не участвует в санкциях против Москвы. Тем временем сама Турция начала масштабную операцию против сил рабочей партии Курдистана на территории соседнего государства. Трансграничное наступление на севере Ирака идет как с земли, так и с воздуха. В Анкаре уже отчитались о первых боевых успехах. Подробнее о целях турецких военных и судьбе курдского вопроса в материале Амира Хайдарова. По данным Минобороны Турции, очередная антитеррористическая операция на севере Ирака началась с ударов авиации, после чего на землю высадился спецназ. В ведомстве уточнили, что только за первые часы были уничтожены укрытия, командные пункты, туннели и склады боеприпасов. При этом турецкий министр обороны отметил, что целью данной операции служат только боевики. Мы полны решимости спасти нашу страну от террористической беды, которая преследует нас в течение 40 лет. Наша борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист. Речь идет о членах рабочей партии Курдистана, которую в конце 70-х создали на территории Турции этнические курды с целью провозглашения собственного независимого государства. Позже участники объединения сменили курс на образование национальной автономии в составе Турции. Однако ни один из предложенных сценариев Анкару не устраивал. В результате завязавшейся партизанской войны и вспышек насилия турецкие власти признали рабочую партию Курдистана террористической организацией. Известно, что ячейки РПК есть в соседних Ираке, Иране, Сирии и Ливане. Вопрос о курдской самоидентичности снова поставили на долгую паузу, а турецкая армия начала проводить операции против членов партии, укрывающихся в приграничных горных районах. В ходе текущей операции уже удалось обезвредить 45 боевиков. К сожалению, 3 наших бойца погибли. Мы используем наши технологические возможности для обнаружения укрытий и проводим ракетные атаки. Военная операция будет продолжаться до логического завершения. Мы будем решительно бороться с терроризмом. За несколько дней до начала так называемой спецоперации Турцию посетил премьер-министр курдской автономии в Ираке. Политологи считают, что именно тогда турецкие военные могли получить карт-бланш. В официальном Багдаде действия Анкары решительно осудили и назвали нарушением суверенитета Ирака.
Уже несколько дней турецкая артиллерия и военные самолеты непрерывно бомбят эту гору. Местные жители очень напуганы, и у некоторых нет другого выбора, как покинуть этот район, так как бомбы падают всего в нескольких километрах от домов. Дома трясутся, все напуганы и устали от этой ситуации. Это очень раздражает. Как пешмерга я могу вынести звук бомбы, но 10-летнему ребенку трудно жить среди такого. В Анкаре считают, что таким образом военные предупреждают возможные атаки со стороны боевиков, а также укрепляют безопасность южных рубежей границы. По информации властей, партия неоднократно устраивала взрывы на территории страны, и именно с членами РПК связывают участившиеся лесные пожары в Турции. Амир Хайдаров специально для программы «Мир». Французское дежавю. 5 лет спустя во втором туре президентских выборов вновь встречаются Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен. Несмотря на то, что президентский мандат Макрона запомнился движением желтых жилетов, беспрецедентным санитарным кризисом и неудавшимися миротворческими попытками, в предварительных опросах избиратели не отдают преимущество Марин Ле Пен. С чем кандидаты подошли к финишной прямой и почему многие французы в растерянности перед голосованием? Об этом в репортаже из Парижа Алии Сыздыковой. На старте президентских выборов у французских избирателей было аж 12 кандидатов. От крайних левых до крайних правых. В финал вышли центрист Эммануэль Макрон и ультраправая Марин Ле Пен. За них в первом туре проголосовала примерно половина избирателей. Так вот, согласно данным опросов, вторая половина, те, чьи кандидаты уже выбыли из гонки, сейчас находятся в некоторой растерянности и не знают, что им делать дальше. Голосовать за тех, кто не нравится, голосовать против всех или вовсе воздержаться от голосования. Главным событием последних дней для французов стали традиционные телевизионные дебаты между кандидатами в президенты. Но число их зрителей оказалось самым низким за последние 15 лет. Около 3 часов в прямом эфире Макрон и Ле Пен представляли свое видение по самым острым вопросам: снижению покупательской способности, энергетическому кризису, будущему Европы, миграционной политике и светскости государства. И последний пункт, по мнению экспертов, оказался решающим в раскладе сил. Я думаю, что исламисты, которые внедряют через давление свою идеологию, это они заставляют женщин носить хиджаб. То есть для вас связь практически прямая? Да, но еще раз, это не значит, что женщины, которые покрывают голову, исламисты. Это значит, что женщины испытывают давление исламистов, с которым я хочу бороться в нашей стране, потому что это против наших ценностей и принципов. Итог выборов во многом зависит от того, кого поддержат сторонники выбывших из гонки левых кандидатов. Среди них немало практикующих мусульман. И намерение Ле Пен запретить ношение хиджаба в общественных местах стало точкой преткновения, которая повлияет на исход выборов. Франция не может быть первой страной мира, которая введет такую норму, считает действующий президент. В школе нельзя носить хиджаб, потому что там формируется сознание, там нет никаких религиозных символов, не только плакатов. В госучреждениях абсолютная религиозная нейтральность. Но если вы запретите в публичных местах покрывать голову, вы спровоцируете гражданскую войну. Я вам говорю это совершенно искренне. Предварительные опросы, проведенные уже после дебатов, показали почти 10% разрыв в предпочтениях в пользу Макрона. Экспертное сообщество такой расклад нисколько не удивил. Ле Пен не хватает доверия, и я не думаю, что после этих дебатов она решила этот вопрос. Поэтому я думаю, что она не будет избрана. Я думаю, что Макрон победит. Но есть большая проблема. Он может победить, но он должен убедить французский народ, потому что большая часть людей, которые собираются голосовать за Макрона, голосуют не за эту программу, а потому что они снова отвергают Марин Ле Пен в стране, которая испытывает большой уровень недоверия к Эммануэлю Макрону. Сегодняшние выборы многие французы называют «вот-барраж» – заградительным голосованием. Суть его – поставить заслон, чтобы ультраправые силы не пришли к власти. Голосовать не за того, кто нравится, а против того, кто не нравится. Я хотела бы голосовать за собственные убеждения, но Франция Марин Ле Пен просто неприемлема. Я не хочу Францию, которая отрицает различия в людях, поэтому буду голосовать против нее. Я не сторонница заградительного голосования, но у меня нет идей, за кого голосовать. В самом начале я говорила себе, что не хочу голосовать за Макрона, но в итоге, когда посмотрела дебаты и увидела весь этот пафос, не хочется мне жить в такой Франции. Голосовать придется.
За 5 лет, прошедшие с предыдущих выборов, Марин Ле Пен и ее политика стали менее экстремальными и более человечными. В предвыборной кампании даже казалось, что вскоре в Елисейском дворце появится первая женщина-президент. Но пока, до объявления официальных результатов, данные, опросы и выводы экспертов обещают выбор толерантной и умеренной Франции. Алия Сыздыкова, Руслан Омиржан. Специально для программы «Мир» из Парижа. Революционный переворот в физике. В эти выходные после трехлетнего перерыва в работе Европейская организация ядерных исследований в третий раз запускает большой адронный коллайдер. Он, напомню, пробит в толще скальных пород под Альпийскими горами. Главная функция самого мощного в мире ускорителя – разгонять частицы до скоростей, близких к скорости света, чтобы генерировать сотни миллионов столкновений частиц каждую секунду. Перерыв в работе был связан с пандемией, но пошел на пользу. Команда ЦЕРН сумела внести ряд изменений. Теперь ученые надеются найти совершенно новые субатомные частицы. Помимо попыток обнаружить так называемую пятую силу природы, исследователи хотят найти доказательства существования темной материи, невидимой субстанции, образующей большую часть Вселенной. Таким был мир на этой неделе. Увидимся в следующее воскресенье.